Привет, меня зовут Лекс. Вы смотрите видеоинструкцию по сборке патча Lex Cable. В самом простом случае для сборки патча не потребуется никакого специального инструмента, достаточно обойтись вот таким вот резаком для бумаги. Только для того, чтобы он был действительно острым, рекомендуем перед началом работы обновить лезвие. Развинчиваем разъем, снимаем гайку и гильзу и надеваем их на кабель. Потом мы устанавливаем гильзу вот так вот у края и с ее помощью отмеряем 12 мм, на расстоянии которых нам надо снять нашу оболочку кабеля. Изгибаем и смотрим, что мы не повредили экран. Изгибаем по соседству, делаем рядом надрез еще один. И у нас после этого оболочка снимается. Должно получиться вот так. Но действовать таким образом вам придется только если вы потеряли вот это приспособление. Это называется стриппер. Он входит в совершенно каждый наш комплект. С помощью стриппера зачистка выглядит вот так. Мы нажимаем вот на этот курок, открываем приспособление, устанавливаем наш кабель во второй паз. С помощью гильзы можно проконтролировать расстояние вот таким образом. И достаточно после этого просто сделать один или буквально полтора оборота, и у нас изоляция снимается. Теперь сдвигаем экран от края, стараясь не смять его слишком сильно, потому что потом мы его будем возвращать на место. Выглядеть должно примерно так. Следующая операция: нам нужно укоротить центральную жилу на 4 мм. Отмерить эти миллиметры мы можем вот при помощи куска кабеля, который мы только что сняли, потому что его толщина как раз 4 мм. Отрезать удобно на каком-нибудь краю. Вот, например, мы можем так вот положить нашу педаль, медиатор. Прикидываем наши 4 мм и отрезаем. В результате у нас должен получиться вот такой ровный перпендикулярный срез. Поскольку мы используем кабель Canara GS4, а это специализированный гитарный патч-кабель, он имеет дополнительный полимерный экран. Если вы сталкивались с пайкой патча, вы знаете, что от него надо избавляться. Просто подцепляем вот так вот ножом, в нескольких местах надрезаем, и у нас после этого снимается. А при этом оболочка центральной жилы остается на месте. Теперь наш кабель готов для установки разъема. Осталась одна только не обязательно, но очень полезная операция. В каждый комплект мы кладем вот такой вот маленький тюбик. В нем находится специальное средство для защиты контактов. Оно называется контакт 61. Это средство образует на поверхности металла тонкую защитную пленку, которая предотвращает доступ кислорода и сохраняет идеальный контакт на долгое время. Чтобы открыть флакон, достаточно по кругу так-то аккуратно надрезать. После этого он открывается. Наклоняем так вот флакон и вот так касаемся поверхности жидкости концом кабеля. Теперь устанавливаем разъем. Вставляем центральную жилу в наш разъем до упора. Внутри находится контактная игла, которая протыкает наш кабель вдоль на 7 мм. Площадь контакта при этом получается целых 20 квадратных миллиметров. Это даже больше, чем площадь для пайки у стандартного разъема. Теперь возвращаем экран на место, вот так вот натягиваем его на корпус разъема и прижимаем экран гильзой. Если мы сделали все правильно, между гильзой и корпусом разъема должен виднеться наш экран. И остается только завинтить гайку. На этом сборка разъема завершена. Если вы хотите использовать патч для подвижных соединений, можно затянуть эту гайку еще сильнее, используя пассатижи или гаечный ключ. Затягиваем, и вы можете быть уверены, что гайка никогда не отвинтится и кабель не выскочит. Но есть возможность сделать процесс сборки еще более комфортным. Это использование такого приспособления. Это продвинутый стриппер, и он входит в набор профи. Этот инструмент позволяет не только снимать изоляцию, но и одновременно отмерять нужное нам расстояние. Это вот уже упомянутые 4 и 12 мм. Давайте установим второй джек с его помощью. Чтобы определить, какой длины нам нужен патч, удобнее всего подключить один установленный джек к педали и проложить кабель по нужной траектории. И вот в этом месте примерно мы будем отрезать провод. Отрезать можно прямо с помощью вот этого приспособления. Берем второй джек, снимаем гильзу и гайку и надеваем их сразу
на провод. Берем наше приспособление в правую руку, так чтобы надпись с названием была перед нами. Открываем и устанавливаем кабель в первый треугольный паз, и так, чтобы с этой стороны он был вровень с поверхностью. Проворачиваем один раз, и после этого у нас изоляция легко снимается. Дальше все то же самое, сдвигаем экран, и следующая операция, нам нужно укоротить центральную жилу. С помощью вот этого приспособления это делается очень легко. Мы вот так вот его переворачиваем другой стороной, мы будем пользоваться вот этими вот средними лезвиями. Устанавливаем кабель опять вровень с краем нашего прибора, нажимаем, и он отрезается ровно и на нужном расстоянии. Таким же образом удаляем дополнительный экран, обрабатываем центральную жилу средством контакт и устанавливаем второй разъем. Вставили кабель, натянули экран, установили гильзу и затянули гайкой. Вот наш патч готов. Если у нас у педалей разъем расположен с одной стороны, то стоит сделать вот такой патч П-образной формы. А если, как вот в этом случае, одно гнездо сбоку, второе сверху, то лучше сделать патч Z-образной формы. Для этого мы просто ослабляем один разъем, поворачиваем кабель и получаем вот такой патч. И он тогда очень удобно подключается к нашим педалям. Большое спасибо за интерес к нашей продукции, друзья. С вами был Лекс. Всегда с радостью отвечу на любые ваши вопросы, если они еще остались.